Знаете, вот иногда следует поговорить о проблеме. Например, у каждого мужчины в этой жизни появляется момент, когда он признается: да, у меня маленький. Да, у меня маленький, но я горжусь этим. У меня маленький проект, который вот работает. И работает, в принципе, за свои деньги очень даже неплохо. Тоже за маленькие, кстати. Потому что стоит он в районе $109 на момент съемки этого видео. Это, смотрите, пожалуйста, у нас ProGaga PG 370 Max. Вот такой вот коробочки. Тоже в маленькой коробочке. У него в комплекте есть, я из кармана достаю, вот такой вот пульт, у которого есть фокус электронный. Ну, в принципе, пульт самый обыкновенный, ничего такого примечательного нет. Есть механическая мышка, он не Bluetooth, достаточно обыкновенно китайско-качественный. И есть камень, вот такой вот кабель угловой для подсоединения самого проектора. У проектора сзади есть, видите, USB-шечка, есть разъем 3.5 для наушников, HDMI, разъем питания и инфракрасный порт для пульта. У нас есть электронный фокус, тоже кнопка включения. А спереди у нас есть камера для работы автоматического кейстоуна. Да, здесь кейстоун 4-точечный, но автоматический, который, кстати, работает. Снизу у нас есть разъем крепления. И, в принципе, и здесь тоже снизу есть разъем крепления. То есть можно ножки открутить в конечном итоге и где-то его закрепить. Он действительно очень маленький. Но давайте и по плюсам, и по минусам. По плюсам скажу вам так. Он калибруется и очень охренительно хорош. Как проектор за $100 плюс. $100 чуть-чуть плюс. Для внешних ТВ-боксов. Да, у него достаточно нормальная яркость, не 700 анси люмен, как они заявляют. На самом-то деле, я думаю, люмен 500 померить я сейчас не могу. Вот, не люмен, 500 анси, вот так вот, да. Померить я сейчас не могу, нет полностью затемненной комнаты. У нас жара сумасшедшая стоит, и солнце постоянно стоит. А полностью забить уже черной пленкой не получается. Ночью, к сожалению, мы ездить не можем. И получается, данный проектор... Вот есть слабый звук, там 2 по 10, он плоский. Да, он достаточно громкий, но он плоский. Я бы сюда добавил звучка и, откровенно говоря, не играл бы на нем. А подходит он конкретно для того, чтобы с собой куда-то брать, где-то в очень маленьком помещении, потому что он короткофокусный, в очень маленьком помещении развернуть проекцию какую-то и смотреть кино. Я в этом обзоре расскажу все плюсы и минусы. Вот вы сразу будете разочарованы, когда я включу первый тест. Но когда только мы переходим на ТВ-бокс из внутреннего плеера, то это совсем другой проектор. И за $100 это вполне вменяемый проектор. То есть с поддержкой HDMI CX, ARC, ARC для подключения через HDMI, допустим, того же самого вашего любимого ресивера какого-то старенького, да, который еще поддерживает ARC. Поэтому, ребят, мы сейчас его идем, во-первых, мы смотрим, сколько он стоит, что заявляет производитель, а потом идем и тестируем и делаем выводы. Но перед этим, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, и ссылка на этот проектор лежит в описании под видео. Ну а если вы не знаете, где купить проверенные ТВ-боксы для, скажем так, проекторов, телевизоров и всего остального в Украине, то Technozone.com.ua с промокодом Technozone отличные скидки и подписки на стриминговые сервисы на ТВ. Technozone.com.ua официально дешево. ProGaga PG 370 Max. Проектор 1080p, 4К. Опять зачем-то пишут и 700 анси. Посмотрим. То, что здесь ИИ нам рассказывает про, скажем так, обзор краткий, это все классно, что он на Android 13, там 700 анси, 20 тысяч к одному контраст. Это все хорошо. Это надо проверять все вручную. Давайте смотреть конкретно на его характеристики. Так, это PG 610. Вот нам интересно, 14 тысяч люмен оптических. Дальше 20 тысяч к одному контраст. Wi-Fi 6 вообще сразу забывайте. 10 ватт колонки. Электронный фокус. Здесь нет автофокуса, так как он очень маленький для такой реализации. Очень дешевый. $109 все-таки. Кстати, ссылка в описании под видео. Поэтому есть электронный фокус по кнопке. HDMI CIG поддержка, HDMI ARC. И дальше у нас нативные 1080p и 4К декодинг. А дальше у нас заявляют они про Netflix. Видите, как удалили, позамазывали. Все ж не сертифицировано, само собой. Поэтому сразу говорю, используйте внешний ТВ-бокс. Потому что
памяти здесь 1/8. Вот с внешним ТВ-боксом все будет намного интереснее. Но вот это то, что они показывают на смартфоне, играешь на экране, большой экран, это сразу говорю фигня, потому что по беспроводу через Miracast или через AirPlay будет задержка дичайшая. А вот фокусные расстояния нам интересно. Рекомендованные 100 дюймов на 3,08 метра. Дальше 120 дюймов 3,6 метра, 80 дюймов 2,15, 60 это 1,84 и 40 дюймов в 1,24 метра. 1 метр 24 сантиметра. У нас есть, кроме электронного фокуса, автоматический Keystone и зум от 0 до 100. Ну, 10-ваттные спикеры, прям как показывают, не ведитесь. 50 тысяч часов лампа. Сразу говорю, у нас оптическая система не законсервирована. Есть просто более старшие модели с герметичной оптической системой, здесь нет. Можно регулировать картинку, но опять же, давайте сейчас выяснять, для внешних устройств, либо для внутренних. И тут много чего опять расписали. Видите, поубирали упоминания про некоторые сервисы. И, конечно же, больше ничего интересного тут нет. Ссылка в описании под видео, а мы с вами переходим и тестируем. Главное меню. Достаточно быстро работающее, то есть особых у меня вопросов нет, действительно тормозов нет. Несмотря на формулу памяти, которую мы можем посмотреть сразу в AIDA 64, это у нас 1/8, что есть, ну, откровенно говоря, маловато. И в принципе здесь память и вся эта операционная система нужна лишь для того, чтобы работал автокейстоун и первичная обвязка обработки изображения по факту. По процессору у нас 4 ядра Cortex A53 по 1,5 фактически, ну, это 1464. Смотрите, это у нас система Droid Logic, это процессор якобы AM Logic, но чего я подтвердить не могу, хотя аппаратура AM Logic, ладно, хорошо. За отображение отвечает Mali 450 MP, сразу говорю. И это по факту у нас получается процессор где-то вот AMLogic S905X или что-нибудь LX или S905L или какой-нибудь там тоже. То есть это 1,5 ГГц. То, что здесь написано 720p, не обращай внимания, это не то. Это разрешение самого интерфейса, а не разрешение матрицы. Матрица здесь 1080p. На сети Connect достаточно низкий в 258 мегабит. Android действительно 13, но от Android здесь тоже толку мало, потому что на самом-то деле здесь у нас нет даже Google сервисов, то есть полноценных. Вы можете установить Google Play Store, он есть, а Google сервисов полноценных нет. Есть левый App Store и Google Play Store я не рискнул заходить со своим Google аккаунтом. По тестам YouTube. Давайте мы откроем сначала с простых видео, потому что все-таки это слабоватая платформа. Давайте посмотрим на простых видео. Так, ну, YouTube слабовато. YouTube сразу говорю. Ну, сейчас смотрим. Это 480p, и оно, откровенно говоря, давайте 1080p 60 Гц. Давайте статистику для сисадминов откроем. Ну, смотрите, то, что я говорил, 720 умножить на 1,5, это 1080p матрица, то есть здесь интерфейс 720, а с коэффициентом это значит здесь 1080p сам по себе вывод. Да, он воспроизводит 1080p, 60 Гц, как бы проблем я особых не вижу. Да, там есть дропы, но это дропы на интерфейс. Давайте попробуем ту же самую Дикую реку. И она работает у нас 1080p 60 Гц, но Дикая река очень высокобитрейтный ролик, и оно пытается декодировать в HDR. Вот это вот, то есть он декодирует в HDR, а выводит в SDR. Это неправильно. То есть здесь нужно смотреть, если на внутреннем YouTube, то нужно смотреть видосы какие-то именно в SDR. То есть вот такое видео оно будет воспроизводиться, но опять же, я говорю, на внешней, вернее, на внутренней обвязке это будет, ну, в край хреновое дело. По звуку очень слаб, в плане того, что звук плоский, капец, вот просто невероятно плоский, и слушать это, откровенно говоря, больно. То есть, давайте я сделаю тише. Никаких басов вообще нет, и звучит как очень дешевая колонка-пищалка. Знаете, такое вот такое вот именно ощущение. Но вы должны понимать, что мы же изначально его позиционируем для внешних устройств. Давайте посмотрим настройку. Здесь у нас обыкновенные настройки боковые Android, но опять же мы видим, что нет никаких Google
фишек, имеется в виду Google сервисов, то есть вырезано все. Есть у нас настройки проекции, это где у нас там, допустим, есть вариант выбрать, какая проекция подвесной, либо обратная, это для того, чтобы его расположить в разных местах. Есть у нас коррекция трапеции по 4 точкам механическая, есть автоматическая коррекция трапеции, которая, откровенно говоря, неплохо работает. Видите, она даже не докорректирует сейчас, потому что нет необходимости. Настройка автозагрузки есть у нас, где можно при включении, допустим, питания у нас будет ожидание либо включение, и канал включения у нас Home, либо источник сигнала. То есть мы выбираем либо HDMI, либо запуск какого-то приложения. Очень неплохо сделано. Больше ничего в настройках нет. По фокусу, фокус регулируется кнопочкой. Да, допустим, давайте сюда фокус. Видите, в расфокус ушел, в этот расфокус ушел. И возвращаем на фокус обыкновенный. Мирокаст и беспроводной каст я проверять не буду, потому что тоже ограничение по памяти будет давать достаточно большую задержку. Но давайте перейдем на внешнее устройство. Итак, мы на внешнем устройстве. Как бы тут все, в принципе, работает. И знаете, что я хочу посмотреть, что он выдает, что он берет на внешнее устройство. Я вам рассказываю. 4К он не декодирует нормально. Он декодирует на внутреннем плеере сам по себе проектор с жесткими фрезами. И, скорее всего, это связано с тем, что он пытается декодировать HDR, а HDR он не может работать. 4К он принимает с внешнего устройства 30 Гц максимально. Есть 4К 24, 30, 29, 97 и 30 Гц чистыми. То есть у нас, по сути, 4К 60 FPS на внешний HDMI не засунешь. Динамический диапазон у нас используется. Давайте посмотрим, какие у нас есть форматы восприятия. Все выключено HDR, HDR10+, HLG, больше ничего он не воспринимает. Хорошо. Ладно, имеем, что имеем. Давайте посмотрим теперь на качество картинки, которая здесь есть. Для этого мы с вами откроем SSD-шник наш. По качеству изображения очень сильный оверскан. Практически часть изображения обрезана из-за его компактной линзы. Так, мы видим, что у нас по яркости печально. И будем пробовать с вами его докалибровать. Для этого нам надо менюшка. И мы действительно можем с вами регулировать изображение. Давайте Стоп, режим изображения нестандартный нам надо, а пользовательский. Пользовательский. Я уже могу сказать, что яркость здесь не соответствует. Стоп. Опа! Видите, начали проявляться квадраты по прямоугольничке. Вот она, да, примерно. А ну давайте посмотрим по контрасту. А ну давайте контраст. Контраст здесь придется уменьшать. Оп, появились. Проверяем яркость, проверяем контраст. Вот, теперь более-менее нормально. По насыщению... Ну, здесь по насыщению очень даже нормально. И ясность можно сделать чуть-чуть. Все. Вот теперь мы докалибровали проектор. И, в принципе, можно тоже с вами смотреть. Кстати, оверскан можно победить через TV-Box. Просто-напросто зумировать его в меньшую сторону. Теперь он докалиброван. И можно смотреть на качество изображения. Девчонки выглядят неплохо. Достаточно натурально. По контрастным и по яркостным прямоугольникам вроде все нормально. И разделение по цветам тоже есть. На удивление, кстати. И здесь тоже разделение есть. А вот здесь мы видим, да, видим. Я вам сейчас буду снимать уже тогда дополнительно телефоном, для того, чтобы мы могли с вами оценить это все действие. Смотрите, то есть если мы приблизим, квадраты проступают по диагонали, и это в принципе говорит о том, что нормально у нас настроена и яркость, и контрастность. Сейчас будем оценивать с вами амбиент, который оно дает. Да, яркостно-контрастный анализ проходит, тут все, мы добились. По цветам, здесь яркостно-контрастный, да, мы тоже видим вот эти вкрапления. Очень-очень камера не передает, но они видны. То есть хорошо, он вытягивает. В сером тоже отлично. В красном, это синий, в синем отлично. В зеленом хорошо. И в красном тоже. Яркостно-контрастный анализ он прошел. Тест. По
Да, мы с вами видим по обрезанным углам, что у нас они избежали линзирования короткофокусного только благодаря тому, что они обрезали часть изображения. Но это, в принципе, не повлияет сильно на экспириенс просмотра. Просто там, грубо говоря, 10-15 пикселей по сторонам они обрезали. Здесь честная 1080p матрица. Девушка выглядит очень неплохо. И черный цвет, конечно, он ничего не черный, если его докалибровывать. По цветам амбиент оцениваем по основным цветам. Амбиент дает, но он, откровенно говоря, под стать цене этого проектора за $109, в принципе, я вам скажу, это нормально. Хотя это очень далеко. Давайте вот так вот отдалю, чтобы было нормально амбиент эффект видно. Хотя это далеко. Я не верю в честные 700 ANSI люмен. Их здесь просто физически нет. Здесь просто физически нет. Здесь максимум люмен 300-400. Это вот факт. Замерить люксометром сейчас у нас нет полностью темной комнаты, к сожалению. Но при этом вы видите сейчас тест на полностью освещенном, вставочка, где мы видим, что можно, в принципе, нормально смотреть. Даже в мало затемненном помещении. Какое-то изображение вы будете видеть. Именно я правильно говорю, какое-то. Как проекционный проектор использовать, вам тогда нужно будет учитывать обрезку. До хрена он обрезает, конечно. Честно говоря. Как проекционный не рекомендую. То есть нужно будет менять размер кадра. Это не та яркость и не тот проектор. Не для проекции. Основные цвета. Мне интересно черный найти все-таки. Слушайте, амбиент какой-то дает базовый. Амбиент какой-то дает базовый. Я не скажу, что это плохой проектор за $100. Но если есть возможность, я бы добавил бы там еще $100 и брал бы что-то в районе 200-250. Вот так вот бы добавлял. В принципе, какой-то тест он прошел. Давайте погоняем ютубчик. А вот когда декодирование на себя берет уже внешнее устройство, то, конечно, здесь ютубчик выглядит совсем по-другому. Вот совсем по-другому ощущается опыт просмотра. То есть, когда TV-Box, например, уже там ты показываешь, как работает, звук слабый. Я говорю сразу, звук слабый. Его, если смотреть, то с помощью каких-то колоночек хотя бы. И таким вот образом. То есть, кстати, HDMI-цик работает. Видите, он через HDMI-цик воспринимает пульт родной от TV-Box как пульт устройства. Давайте включим еще какое-нибудь видео, которое я очень люблю, допустим. Эти видео все снимал я сам конкретно для тестирования TV-боксов. Очень неплохо, скажу я вам, с внешнего устройства просматривать. То есть это и фильмы можно смотреть, мультики, да, там спокойно. Поиграть, вот, ребят, я даже тестировать не буду, но вот пожалейте, пожалуйста, свои нервы. И игра на PlayStation, на PS-ке будет очень ограничена из-за задержек. Потому что я вам скажу, задержки есть. То есть я когда даже проклацываю пульт, это прям четко видимая, да, там задержка. То есть я нажимаю, и оно с задержкой даже переключает менюшку. Не говоря уже о том, чтобы быстро реагировать на какие-то прыжки. Давайте еще посмотрим какое-то тестовое видео. Смотрим Triluminous демо, и да, здесь уже по-другому, какой-то легкий амбиент-эффект есть, у нас комната не полностью затемнена, я, в принципе, уже готов, это 4К ролик через внешнее устройство, я уже готов, в принципе, проходить, резюмировать свое видео, у этого проектора есть четкое позиционирование, и мы его прекрасно понимаем, это компакт-проектор, но обо всем мы сейчас поговорим дальше. В качестве выводов скажу, проектор мне за $109 понравился. За 150, за 200 я уже его вообще не советую. То есть, когда вы спрашивали, дай нам проектор за $100 компакт, то этот проектор подходит. Можно направлять на потолок, допустим, где-то удобно. Можно, допустим, с собой его возить без проблем, потому что он небольшой, много места не занимает. И, в принципе, на дачу, для детей, даже где-то там в спальню его закинуть. Немножко шумный. Он дает тепло, он так отдает теплый проектор, но когда мониторит температуру, там есть 57-60 градусов на проце. Это нормально. Да, это не глухая оптическая система, и пыль, возможно, через время появится. Но, ребята, $109. Все, я все сказал, я всю правду показал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.